Перед началом ролика я хочу, чтобы вы подписались на мой канал. И побыстрее, иначе автоботы Автоботы захватят мой канал. История начинается со Стива, мальчика, который очень хотел залезть в шахты, но детям вход был запрещен, а этот старик был страшным, поэтому маленький мальчик ушел в шахту. И я сказал ему, я хочу, чтобы ты был в шахте. Сдался. Прошли годы, и Стив превратился в Годинеса, в Кайшаина, в офисного работника. Ему наскучила эта жизнь, поэтому он решил снова попытать счастье на шахтах. Прежний старик больше не мог заниматься своим делом, и добрый Стив пришел и занялся добычей полезных ископаемых, и он нашел блестящее ведро и маленькую стеклянную вещицу. И он соединил их, открыв дверь. Таким образом, это портал в другой мир, надземный мир, который мы знаем как классический мир Майнкрафт. Замечательное, красочное место с кубическими формами и уже установленными шейдерами, и какая милая маленькая овечка. Стив начал строить все, что только мог придумать. Например, свой первый домик, а затем лучший домик, а затем домик, сделанный на 100% из овечьей шерсти. Ух ты! И только Джек Блэк мог передать острые ощущения от игры в Майнкрафт в живом боевике Кетти Пасса. Все было блаженством, за исключением вечеров, которые случаются каждые 20 минут. И как мы хорошо знаем, там прячутся ужасные зомби. О боже, я боюсь. На рассвете Стив услышал дружеский вой, который на самом деле был диким волком, который пришел поглотить его. Но с маленькой косточкой наш главный герой приручил его и стал его лучшим другом во всем мире. Это Деннис. Человек и волк стали неразлучны и весело проводили время, строя всевозможные сумасшедшие вещи, и вы можете сказать, что этот парень не баловался, потому что он даже создал город. Стив также устраивал вечеринки в компании панд и коров, и так прошло пару лет. Однажды наш пухлый друг нашел странные развалины и сундук. Используя кремень и сталь, наш главный герой активировал эти руины, активировав портал в другой мир, очень забавный, по крайней мере он так думал. Но на самом деле он попал в преисподнюю, ужасное измерение, населенное людьми-свиньями, людьми, лишенными творчества, движимый только жадностью и своей жаждой золота. Их ведет Малгоша, злая волшебница, которая забрала у Стива его ведро. Как оказалось, это был чрезвычайно могущественный артефакт под названием золото. Сфера господства. Все в порядке, но это не сфера, это куб, и ведьма хочет использовать его, чтобы завоевать надземный мир и украсть все ваше золото. Стив не мог позволить свиньям сойти с рук, поэтому он попросил помощи у доброго Денниса, и они оба сбежали и украли обратно ведро. Стив сказал своему пучине пойти по его адресу в грязи и спрячь ведро, потому что он единственная надежда на спасение человечества. И ко всеобщему удивлению, маленький кубический песик подчинился как есть и добрался до мира людей и спас все существование, спрятав ведро под землей. Из постели Стива, что, оглядываясь назад, является паршивой идеей. Кстати, похоже, что, получая солнечный свет, люди-свиньи зомбируются. Некоторое время спустя мы встречаемся с Кэрротом, бывшим чемпионом по видеоиграм, который в юности был очень известен тем, что установил рекорд в игре по избиению людей. Но годы не прошли даром, и теперь у него есть магазин видеоигр, который вот-вот обанкротится, и банк помог ему, отправлено ваше первое уведомление о выселении. Чтобы получить деньги, Гаррет покупает одно из тех заброшенных складских помещений. А как ты думаешь? Это, оказывается, вещи доброго Стива, который, поскольку он так и не вернулся на землю, также был выселен, а его имущество помещено на склад. Гаррет потратил свои последние доллары на это устройство, потому что ему сказали, что внутри находится очень древняя консоль под названием Atari. Спроси своих бабушку и дедушку, была ли у них такая. Вау, я чувствовал себя очень старым, говоря это. Гаррет думал продать Atari за большие деньги и выплатить свой долг банку. Но оказалось, что все, что было в Atari, это коробка. У этого рыжего приступ паники, он плачет, потому что собирается все это потерять, и говорит, что ему нужен хотя бы один козырь, только и всего. Победа. Он этого не знает, но этот блестящий куб перед ним вот-вот изменит его жизнь. Чтобы внести ясность, дом Стива, где Деннис спрятал куб, и магазин Гаррета находятся в городе Чуглас, столица картофельных чипсов. Теперь мы встречаемся с Генри и Натали, братьями и сестрами, которые приезжают в один город со Стивом и Гарретом, потому что их мама недавно скончалась. И она хотела, чтобы они переехали в Чуглас. Натали говорит своему брату, что им, конечно, будет немного скучно, но арендная плата дешевая, и она устроилась на работу, так что им приходится мириться с этим. Когда они переезжают, они знакомятся с агентом по недвижимости по имени Дон, у которого в качестве второй работы есть ходячий зоопарк, потому что он любит животных. Перед отъездом Дон выражает им соболезнования в связи с потерей их матери. Как мило, что она нахмурилась. На следующий день у Генри был первый день в школе, поэтому Натали приготовила ему знаменитую картофельную пиццу его покойной матери, чтобы мальчик мог поделиться ею и приготовить много еды друзья. Но Генри хочет вписаться, и такая картофельная пицца привлекает много внимания. Кроме того, Натали угощает его дешевым одеколоном, который здесь очень популярен. По дороге в школу Генри натыкается на магазин видеоигр Гаррета. Он говорит рыжему, что его бизнес очень крутой, и Гаррет предлагает ему пройти курс, чтобы стать профессиональным геймером и побеждать в игре на всю жизнь. Генри спрашивает его, как можно выиграть в жизни, но Гаррет на самом деле этого не знает, так как давайте не будем забывать, что он вот-вот выиграет. Потерять все это, но все равно стать самым настоящим. Мальчик идет в школу и оставляет Гаррету свою картофельную пиццу. Генри тепло приветствует заместитель директора школы, никто иной, как мама Стифлера. Во время урока рисования к ученикам приходит учитель, страдающий депрессией, и говорит им, что их первым заданием будет
нарисовать яблоко и банан. И все начинают рисовать как есть, но он отказывается. Обратите внимание, что Генри полон творческих способностей, и он настоящий гений. Хотя депрессивный учитель говорит ему, что он выполняет только инструкции. А товарищи Генри насмехаются над ним, потому что он хочет запустить реактивный ранец в банан. Но случается, что Генри мечтает стать великим инженером, и чтобы доказать своим товарищам, что у него есть все необходимое, он импровизирует реактивный ранец из канцелярских принадлежностей и надевает его на скелет класса. Но пара здоровенных детин саботирует его изобретение без его ведома. И после величественного взлета его творение летит прямо на фабрику по производству макаронных изделий, где Натали только что устроилась на работу. Скелет эпически взрывается и сбивает талисман марки Папа, и у этого мальчика возникли проблемы. Помощник директора говорит ему, что, к счастью, они не погибли, но ему нужно поговорить со своим законным опекуном. А Генри не хочет звонить своей сестре, поэтому ему приходит в голову позвонить в магазин видеоигр и попросить Гарретта пойти и представиться его дядей. И этот рыжий хочет этого, но мальчик предлагает ему $26, и так что да, чувак. Гаррет забирает мальчика, и заместитель директора потрясена, узнав, что легенда азартных игр дядя Генри, и он очень навязчиво флиртует с ним, и это немного грубо, но хорошо. Вернувшись в магазин, Генри задается вопросом, что могло пойти не так, поскольку он уверен, что все рассчитал правильно. Конечно, он не знает, что стал жертвой саботажа. Как бы то ни было, мальчик говорит, что откажется от своего творчества и мечтаний, потому что наверняка из-за него уволят его сестру. Генри спрашивает Гарретта, что это за волна с этим кубом, и Гривастый говорит ему, что понятия не имеет. Но они находят записку рядом с артефактом, в которой дословно говорится, что под этим кубом он находится. Никакие обстоятельства не заставят вас соединить куб со стеклом. И Генри собирает их вместе. Ты чертовски большой глупец. В записке также говорится: пожалуйста, не следуйте за кубом, чтобы у вас был бизнес, который вот-вот обанкротится, и вы отчаянно нуждались в деньгах. Потому что в мире кубов много богатства, но вы не должны следовать за ним. И они следуют за ним. Черт возьми. Натали никогда не знала, что ее брат устроил взрыв, и она очень обеспокоена тем, что он еще не вернулся домой. Поэтому она приходит в отчаяние и звонит Дону, потому что не знает, к кому еще обратиться. Но хозяйка говорит ему, что с мальчиком все в порядке, и он просто исследует заброшенную шахту. Узнав, что Генри украл талисман ее компании, сестра в ярости, но все еще обеспокоена, поэтому она и специалисты по недвижимости отправляются его искать. Все они собираются внутри шахты как раз вовремя, чтобы сила золота начала затаскивать Генри в портал и уводить его. Как следствие, все оказываются в загробном мире. Группа восхищена текстурами и цветами этого фантастического места, и Гаррет, как опытный геймер, думает, что эта розовая овца наверняка даст им задание или что-то в этом роде. На расстоянии классический сельский житель из Майнкрафта наблюдает за группой, а затем приближается к порталу, соединяющему этот мир с землей, и пересекает его. Тем временем в преисподней все хаос и разрушение. Свиньи ищут золото по приказу злой Малгоши. А эта леди настолько плоха, что видит поросенка, рисующего пейзаж, и говорит ему: посмотри, какой красивый кинжал, за то, что он не ищет золото. Злодейка радуется, узнав, что сфера снова появилась, поэтому она навещает своего любимого заключенного Стива. Она говорит ему, что поскольку он украл сферу у нее, теперь ей придется вернуть ее ему. И Стив говорит: конечно, босс, я в восторге, просто оставьте меня. Внезапная атака. Но ведьма говорит ему, что если он не послушается своего щенка, он умрет. Стив не знает, что Деннис цел и невредим, поэтому его легко обмануть. Из-за этого, к его большому огорчению, он соглашается отправиться на поиски шара, который скорее представляет собой куб, в обмен на жизнь его дорогого друга. Тем временем сельский житель выходит из шахты на земле и сталкивается с Деннисом, который идет на помощь своему дорогому другу-человеку. Гаррет пытается заставить овцу дать ему задание, чтобы добыть золото, но внезапно наступает ночь. Все напуганы, а геймер говорит им, что страх — это для слабых, и он очень крутой. Пока на них не нападет армия скелетов с луком и стрелами, и Гаррет выбегает и говорит им извиниться, но геймер года не может умереть. Ты трус. Однако он падает в яму, и молодец, что трус. Скелеты должны были догнать остальных, но ошибка в прицеливании или промах позволяют Генри наткнуться на дерево, разбив деревянный брусок. И теперь наш друг разбирается в физике в этом мире. Генри знает, что он может собирать древесину таким образом, превращать ее в блоки и складывать из них, чтобы построить все, что он себе представляет. И оно падает как кольцо с его пальца, потому что давайте помнить, что этот мальчик чрезвычайно изобретателен. Поэтому, чтобы защитить себя от зомби, мальчик строит то же самое, что и все мы в нашу первую ночь в Майнкрафт — базовую конструкцию из 4 стен. Гаррет также обнаруживает, что может копать и ломать конструкции, чтобы передвигаться, и ему удается терять скелетов. Но затем он близко сталкивается с крипером, теми самыми людьми, которых он видел в Майнкрафт. Взрывоопасные зеленые штуки. Гаррет выживает и бежит, крича как маленькая девочка, и мы видим, что Генри и он собрал целую крепость. Команда противостоит ему с зомби, и они пытаются помочь своему другу-геймеру, но он отвлекается, беря куб, и куб влюбляется, и портал на землю закрылся. Генри открывает дверь, спасает Гарретта и быстро закрывает конструкцию, но тут появляется еще один крипер и взрывается. А теперь да, по нас облажался. Они поднимаются на вершину конструкции, и больше некуда бежать. Они принимают свой неминуемый конец. Но затем приходит Стив-спасатель, избивающий зомби как ни в чем не бывало и уничтожающий их довольно творческими способами. И какой гений Джек Блэк на самом деле. И, к счастью, наступает рассвет, и оставшиеся зомби загораются, а наши друзья доживают до следующего дня творчества. Стив спрашивает их, где Деннис, но команда никого не знает по этому имени. Он ступня сферы, которая больше похожа на куб, но они говорят, что он им нужен, чтобы вернуться домой. Однако Стив предупреждает их, что они не смогут открыть портал, если не соединят сферу с хрустальным кубом,
но из-за Гарета его больше не существует. Чтобы найти себе другого, им нужно будет посетить особняк в лесу, что является самоубийственной миссией, но Натали говорит, что если они останутся здесь, то все равно умрут. Поэтому Стив дает им повод и предлагает свою помощь в обмен на то, что они позже отдадут ему сферу. Гарет говорит ему, что они соглашаются, но обращаются только к нему, потому что он лидер команды, и предупреждает его, что если он предаст их, то убьет его. И все уладится, и давай пойдем в лес, псы. Вернувшись на землю, сельский житель натыкается на автостраду, изучает ситуацию и ждет, прежде чем перейти. Но его жестоко сбивает фургон. И виновником является никто иной, как заместитель директора мама Стифлера. Она боится, что на нее подадут в суд, поэтому извиняется перед жителем деревни и предлагает пригласить его на ужин. Стив отвозит булочки в деревню Мясной порт, где у него есть арсенал снаряжения для миссии. Он объясняет им, что жители деревни – мирные люди и вегетарианцы. Они занимаются только продажей вещей и едят хлеб. Они любят хлеб. Если их не беспокоить, они не будут их беспокоить. Здесь они натыкаются на маленького поросенка в короне, и Дон спрашивает, король ли это или что-то в этом роде, но Стив говорит, что это просто легенда. Случается, что поросенок дань уважения скину Тэчна Блады, американского ютубера, которого очень любят в сообществе Майнкрафт. Он умер от саркомы в 2022 году. Стив говорит Генри, что в этом мире он может построить все, что угодно. Кроме того, хвалит построенную им башню, потому что он был великолепен в создании своей первой поделки. Здесь команда натыкается на устрашающего железного голема, но Стив говорит им, что все в порядке, это просто защитники деревни. И пока вы не нападаете на жителей деревни, они вам не помогут, они ничего не сделают. Гарет говорит, что ему нужен белок, а Стив говорит ему, что у него идеальное место. Он ведет его в свой местный магазин по продаже курицы, приготовленной в лаве, и выходит слишком эпическая песня, которую я не могу защитить авторским правом. Но я уверен, что она уже появилась у тебя в ТикТок. В пустоте Малгоша звонит своему доверенному генералу Чангосу. Она приказывает ему пойти за Стивом, забрать у него ведро и убить его и сопровождающих его людей. А Чонгос кажется хорошим парнем, но наполовину глупым. Я думаю, что все свиньи подчиняются Малгасасу только из страха. Чтобы они не были зомбированы солнечным светом, ведьма дает зелье генералу и мужчинам. Натали спешит вернуть своего брата на землю. Стив говорит ей, чтобы она позволила мальчику насладиться, потому что, похоже, ему здесь весело. К тому же он отмечает, что у Генри есть дар, он очень творческий ребенок. Но Натали говорит ему, что в реальном мире творческие дети отталкивают их, игнорируют и издеваются над ними, и мальчик слушает все это и говорит своей сестре, что, возможно, он принадлежит этому миру. Стив показывает панам свой арсенал, динамит, фейерверки, алмазные доспехи, скорострельные ботинки и мечи. Или у них уже есть все лютни и кто угодно. Гарет спрашивает, что это такое, и Стив объясняет ему, что это жемчужина Эндера. Она телепортирует тебя, куда бы ты ее ни бросил, а Гривастый не верит ей, выбрасывает и разбазаривает. Стив теперь показывает нам стол для крафта, и как и в игре, ты раскладываешь материалы в определенном порядке и вуаля меч. И Гарет хочет отдать его ему, и он импровизирует, но смог собрать только несколько ведер. Генри дает волю своему творчеству, и он импровизирует, и он только что создал кувшин для картофеля фри, и Стив поражен его гениальностью. Гарет просит минутку поговорить со Стивом наедине. Он говорит ему, что прочитал его записку о том, чтобы не следовать за ведром, несмотря на то, что в этом мире есть богатство. Стив говорит ему, что да, действительно повсюду есть алмазы, но шахты представляют смертельную опасность, и кроме того они будут сильно отклоняться от дороги к особняку. Но геймера это не волнует, потому что ему нужны деньги, и он говорит ему отвезти их туда, где есть алмазы или нет сферы. Девочки пытаются купить карту у жителей деревни, но они не говорят на их языке. Как раз в этот момент силы Чонго прибывают в Мидпорт, и посмотри, как она удивлена, что это пламя осталось. А генерал очень добрый парень, но он все равно приказывает своим людям разрушить это место. И посмотри, что они убили бедного деревенского жителя. Нет. Стив выходит со щитом в руке, и Чонгу смашет ему и говорит: извини, братан, но я должен тебя убить и все такое. И Стив рассказывает нам, что они когда-то были друзьями. Чонгу кажется милым, но на самом деле он хладнокровный убийца. Стив вытаскивает свой меч и готовится к тому, что снова Гарет придет, чтобы трахнуть и ударить его дубинкой, и нокаутирует Стива своим ведром. А Чонгас с легкостью парирует его удары. Ты никудышный, братан. Генри достает кофеварку и пасет свиней, а девочки берут садовые инструменты, и он тоже надевает снаряжение на плечо, и какого качества. А Гарета все еще унижают. Чонгас еще раз извиняется и собирается убить геймера. Когда на помощь приходит железный голем, черт возьми, это эпично. В пылу битвы девочки отделяются от мальчиков, и Стив ведет Гарета и Генри к обрыву, где он дает им эти крылатые штуки, а их было всего 2 пары. Так что теперь у нас есть эпический кадр, на котором Джек Блэк верхом на Джейсоне Момоо летит по миру Майнкрафт, и ты определенно поймал меня в кино. Чонго и компания наступают им на пятки, и вся эта погоня слишком забавна и абсурдна, но в то же время она полна взрывов и выглядит так, как будто она взята из саги «Форсаж». Как бы то ни было, в конце концов мальчики сталкиваются друг с другом и падают. Смотри, 2 панды влюбились и зачали детеныша панды. Как красиво. Ну что же, продолжим, чтобы спастись. Стив использует самый старый трюк в Майнкрафт – капля воды или капля воды. Все проходит гладко, и наши друзья выходят живыми. Тем временем мама заместителя директора Стифлера отлично проводит время на свидании с сельским жителем, рассказывает ему о своем недавнем разводе и говорит, что у него отличная личность. А это очень редко. Анри и Гарет спрашивают, кто, черт возьми, ведет этих свиней и почему они такие плохие. Стив рассказывает нам о Малгоше и ее ужасном происхождении. Она была очень счастливой и маленькой свиньей в преисподней, участвовала в конкурсе талантов и преподавала свои запрещенные приемы, но все над ней смеялись. Такое унижение заставило ее отказаться от своих мечтаний, превратиться в руин и осудить все виды творчества.
творчества. Это история жестокого происхождения. Генри Гаррет требует, чтобы она отдала сферу злодею, но Стив объясняет, что он никогда бы этого не сделал. Он просто собирался использовать это как преимущество, чтобы спасти своего дорогого Денниса. Лесной особняк находится за той горой, и Стив говорит, что они могли бы подняться наверх, чтобы сэкономить время, но Гаррет напоминает ему, что без алмазов нет горба. Поэтому Стив говорит, что им лучше пойти по шахтам, и это будет быстрее. В пустоте Малгоша говорит генералу Чангосу, что в последний раз подвел его. Он извиняется и говорит, что это была не лучшая его неделя, но ведьма выпускает свое лучшее оружие – большую свинью. Существо настолько могущественное, что одним ударом разлагает бедного генерала Чангоса. Теперь злодейка приказывает ему пойти за людьми, убить их и принести сферу ему. Наступает ночь, и девушки болтают о жизни, избивая зомби, и они довольно дикие, и мне действительно жаль этого зомби. Внезапно появляется дикий волк, и поскольку он работает с животными, Дон нежно обнимает Пучини, смотрит на имя и понимает, что это Денис, о котором упоминал Стив. Она просит его взять их с собой, и собачка повинуется, и они милые. Тем временем Генри разочарован, увидев, что взрослые пришли сюда за бриллиантами и потеряли драгоценное время. Потому что его сестра, возможно, уже в особняке и может быть в опасности. Но силы Малгоши пришли, так что нет времени на обиды, пойдем за собачьими повозками. Они помогают друг другу с железными дорогами из красного камня, которые разгоняют тележку на большой скорости. И я думаю, что это будет иметь для тебя смысл только в том случае, если ты сыграешь в эту игру. Дело в том, что рельсы останавливаются в темном месте, и когда наши друзья включают свет, они обнаруживают, что находятся на посреди фермы криперов. Генри требует, чтобы Гаррет сошел и толкнул вагон на следующую линию Ридстоуна, потому что его жадность привела их в замешательство этот беспорядок. И им лучше поторопиться, потому что вон идет большая свинья. И Стив говорит, что пора активировать несколько криперов, и вместе с Генри они их ловят, и они вызывают невероятную цепочку взрывов. И Лорен добирается до Ридстоуна как раз вовремя, потому что вся гора кинематографически взрывается, и большая свинья ушла. К черту! Уже находясь в безопасном месте, Генри очень злится и предъявляет геймеру претензии за то, что он рисковал своей жизнью из-за каких-то глупых бриллиантов. Тогда Гаррет откровенно говорит ему, что ему нужны бриллианты, потому что ему нужны деньги. И он говорит, что его жизнь отцой, и что он на самом деле неудачник, и что он потеряет все и останется один. Мальчик говорит ему, что он был не один, он был его другом. Он был его другом. Тем временем заместитель директора школы говорит сельскому жителю, что он очень хорошо слушает, поэтому он рискует снова полюбить, и говорит ему, чтобы они пошли обратно в ее квартиру. Богач. За пределами лесного особняка Стив дает нам обзор этого места и опасностей, таящихся внутри. Гаррет признается Генри, что украл сферу, пока он крафтил, и возвращает ее ему, но это только еще больше злит мальчика. Хотя нет времени на катарсис, потому что они должны украсть этот кристалл за один раз. Чтобы отвлечь защитников Манси, Стиви и Гаррет исполняют довольно живой музыкальный номер, в то время как маленький Гарри пробирается на третий этаж. И с честными людьми ему удается проникнуть в этот склад или библиотеку, что приводит его в ужас. Будь. А теперь поищи тот хрустальный куб, но сначала найди очень интересные вещи, такие как сундук с пшеницей, или алмазный топор, или алмазный меч. И, наконец, бинго. Но после мальчика появляется самое тревожное существо в этом мире – Эндермен. Какой страх! Это существо показывает мальчику видение всей его неуверенности. Его сестра Гаррет и Стив говорят ему, что он никто и что все, что он делает, терпит неудачу. Но мальчик выходит из этого транса и хватает Эндера за кончики алмазных топоров и в конце концов уничтожает его и получает жемчужину от Эндера. Тем временем Стив и Гаррет были схвачены, а Стив был связан, в то время как геймер заставляет его вступить в смертельную дуэль с младенцем-зомби верхом на курице. Что? И сначала Гаррета ужасно унизили, но он сопротивляется и почти побеждает. Однако ребенок-зомби заставляет себя плакать, и Гаррет чувствует себя виноватым, поэтому он приближается, чтобы извиниться. И неожиданно кусается. Собака. Когда легенда игр была на грани уничтожения, Стиву удалось вырваться, и он приходит на помощь эпическим ударом головой как раз вовремя, потому что он был ранен. Вот и Генри падает. И теперь все выходят из особняка, обливаясь молоком. Миссия выполнена. Но прибывает Малгоша со всей своей армией и новым большим поросенком, забирает шар у Генри и уходит. Мальчики окружены свиньями с динамитом, и кажется, что они умрут на этом мосту, но Гаррет говорит Генри, что сожалеет об этом, и бросает его на одну из железнодорожных платформ. Соседние. Стив использует кубик слизи, чтобы прыгнуть, и они говорят геймеру присоединиться к ним, но Гаррет решил остаться и искупить себя последним актом самопожертвования. Он противостоит всем свиньям на мосту и активирует их динамитные шашки, давая своим друзьям шанс сбежать, но при этом Гривастый погибает. Он настоящий мужчина. У мальчиков очень грубая посадка, но благодаря Гаррету они выжили. Когда Стив приходит в себя, он воссоединяется со своим дорогим Деннисом, который привел с собой девочек. Стив поражен, увидев, что они укрылись в маленькой хижине из гигантского гриба, созданной никем иным, как Доун. Между тем у братьев есть чувство воссоединения. Малгоша использует сферу, чтобы привести в действие свой план и соединить верхний мир с нижним. Стив говорит, что вселенная потеряна, если они не вернут этот шар, который на самом деле представляет собой куб. Все согласны и решают, что спасут мир во имя своего друга Гаррета, и теперь Стив говорит. Панас разрабатывает план, и Генри начинает заниматься ремеслом, а Дон активирует серию взрывчатых веществ, чтобы убивать скелетов и выращивать кости, чтобы приручить множество волков. Стив смотрит на множество бриллиантов и превращает их в мощный меч, которым Натали пользуется с большим мастерством. Тем временем Натали активирует десятки железных големов, а Генри делает особого из сапог скорости. Эта армия выглядит очень внушительно, но Молгача говорит, что ее големы могут атаковать только в том случае, если их спровоцировать, так что от них не будет никакой пользы.
угрозы. Но один из ее поросят провоцирует големов. Начинается битва, и специальный голем расправляется со свиньями, и братья тоже вносят свой вклад. Мальгача посылает своего большого поросенка, и у этого славная встреча со специальным големом. В то время как Стив противостоит ведьме в своих алмазных доспехах и выглядит очень круто, но это не работает. Специальный голем не может сравниться с большой свиньей, и похоже, он побежден. Генри использует жемчужину Эндера, чтобы приблизиться к сфере, в то время как его сестра встречается лицом к лицу с большой свиньей, и ее собираются разбить вдребезги. Но вот приходит Дон со своей армией прирученных волков, и все они нападают на свинью. И Генри собирался взять шар, но большая свинья стреляет в него и уносит его, а мальчик падает насмерть. Но его спасает никто иной, как игровая легенда Карет, который выжил с помощью трюка с ведром воды. И теперь они используют этого призрака, чтобы бомбить башню Малгосии, и они разрушают ее портал, и восход солнца возвращается, а свиньи зомбируются. Большая свинья забирает сферу, но приходит особый удар в матче реванша и эпически побеждает его, и сфера, похожая на куб, падает, и Натали ловит его. Все присутствующие празднуют победу, и как все красиво. Стив побеждает Мальгачу, но он говорит ей, что в глубине души он очень хорошо знает, что творить, жить значит страдать. Стив говорит, что на самом деле легче разрушать, чем создавать, и поэтому трусы выбирают это. Он прощается навсегда со злодейкой, но она говорит ему, что хочет сказать ему напоследок, и чтобы он подошел. Стив спрашивает ее, не собирается ли она попытаться ударить его ножом, но она говорит нет. Но да, я хотел нанести ему удар. Стив уходит, но она говорит ему, что теперь да, из-за настоящей девственницы, у которой есть что-то очень важное, что ему нужно сказать, и чтобы он подошел. Но это был другой нож. Стив уходит, и злая Малгося падает в обморок, ослабленная и лишенная своего достоинства. Жители этого мира провожают наших друзей до портала, и Стив спрашивает Генри, действительно ли он хочет уйти, потому что здесь у него есть все. А на земле у него будут препятствия, предрассудки и проблемы, но все равно мальчик говорит, что рискнет. Стив говорит своему дорогому Денису, что очень любит его, и что он изменил его жизнь, поэтому теперь он хочет, чтобы он сопровождал Дона, потому что он наверняка изменит и ее жизнь. Он посвящает тебе очень эмоциональную песню, и как мило любить твоего питомца. Гаррет прощается со Стивом, и Натали спрашивает толстяка, действительно ли он не хочет возвращаться на землю. Стив говорит, что ему еще многое предстоит построить, но она спрашивает его, почему бы не перенести немного этой магии в реальный мир. Паны уезжают, и Стив много думает об этом, но в конце концов решается пойти с ними. И все они объединяются, чтобы помочь Гаррету с его магазином, и дела идут на поправку. А паны даже разработали видеоигру. И Стиву очень весело петь для людей. Дон устроил свой ходячий зоопарк с добрым Денисом, а Натали — Академию самообороны. Генри создал функциональный реактивный ранец, и теперь все в школе восхищаются им. В сцене после титров мы видим, что заместитель директора официально оформила свои отношения с сельским жителем. И этот мужчина выучил английский, а она выучила язык сельского жителя. И они собираются пожениться. Как странно. Во второй сцене после титров Стив посещает свой старый дом и предстает перед новым жильцом, который говорит ему, что наверняка пришел за тем сундуком на чердаке. Она представляется как Алекс, еще один культовый персонаж франшизы.